Всем привет, друзья! Это канал Tracker in Scandinavia, и я пропал на больше, чем на месяц. А те, кто подписан в Телеграме, те в курсе были дела, что и как и почему. Значит, подписывайтесь по QR-коду, либо по ссылке в описании. Вы найдете, как подписаться на мой Телеграм-канал. Итак, значит, я на Вольве поработал ровненько 2 недели. И затем меня уволили. Да, именно меня уволили. Это было первое мое увольнение и рекорд рабочего времени в одной компании. Значит, немножко сейчас вернемся мы в прошлое, чтобы не терялись файлы, которые я снимал до этого. Итак, последний мой рейс был после последнего же сразу же видео. Я поехал на загрузку, и задача была успеть на паромы. Я пробирался, у меня уже было 2 парома, и еще впереди 2. И так как дело было к вечеру, получил я вот такую вот ситуацию. Так, 22:00 у меня паром. Я уже, когда я приехал на момент, мне ждать было час. И следующий паром у меня будет по суше через 36 километров, и отправляется он в 22:50. Я надеюсь, этот паром идет коротко. Потому что если я на него не успею, то мне придется куковать аж до часу ночи. То есть, либо вообще становиться на паузу перед паромом, что не очень хорошо перед загрузкой рыбой. Мне все-таки лучше перебраться, добраться до точки назначения и уже там стать на паузу и отстаиваться. Но до часу, 2 часа тусоваться тоже не хочется, конечно же. Но ничего не поделаешь. Будет как будет. Как там будет дорога, как там будет ехаться эти 36 километров и сколько же по времени будет идти этот паром. Расписание, кстати, паромов я смотрю на Вегвесене. Если кому-то интересно, там находите паромные переправы, точнее путешествие на паромах, оно переводится так с норвежского. И там вбиваете себе маршрут, откуда куда вы идете, и вам всю информацию Вегвесен выдаст. Паромы были по времени, и они ходили очень редко. И нужно было каждый участок дороги проезжать максимально быстро в соответствующих погодных условиях. Вот. Ну и, конечно же, один паром я чуть не пропустил, но каким-то чудом на него успел. Сейчас, если весь этот поток станет передо мной на основную дорогу, то это уже 100% я приехал. Знак ограничения 60 был закончен, но ничего не поменялось. Как ехали все 50, так и едут. Все, без шансов. 22:46. Мне еще 12 километров до парома. Я надеюсь, на Вегвесене была ошибка, и все-таки он в нуле отправляется. В 22:50 прибытие и в 23:00 отход. Вот это было бы хорошо, конечно. Ну, как-то вообще несправедливо. Абсолютно. Можно ли было успеть, если я первый выехал бы? Чисто теоретически, если только нарушать была скорость, там 60 были знаки, потом 70, то может быть и то под сомнением. Ну и здесь еще подъем нормальный, то есть не гололед, ничего, идешь хорошо. Ну а так, конечно же, не очень. 2 часа просто в тупую тратить, в никуда, можно считать. И для вас у меня есть хорошее предложение. Это Титан D2, стильный складной нож от легендарной кузницы Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 30-летним опытом. Рукоять из G10, а лезвие из прочной стали D2. Надежный замок Liner Lock. Нож выдержит любую нагрузку. Разрубит металлический профиль, проволоку, вообще не проблема. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи, плюс бесплатную заточку на все время гарантии. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Telegram, WhatsApp или ВК по ссылке в описании. Передавайте привет от меня, и по коду Tracker вам дадут скидку 5%. Так, что-то мне непонятно. Я так понял, я успел, что ли? Вокса. Тут 3 вообще парома отходит, но я сейчас буду, естественно, спрашивать. На Воксу это или нет. Просил я, да, Вокса. Так что все ж супер, просто супер. Слушайте, о как. 22:59. Сейчас посмотрим, сколько он уйдет. А он, кстати, сразу уже и поднимает задние свои борта и отходит. То есть, в теории в 22
50 он должен был прибыть. Ну, как-то так. Короче, мне фартануло капитально. Вообще система непонятная. Я и не спросил, как этот рисует, что он идет через такие вот остановки. Я так и не понял, мне выходить на этой остановке или нет. Ну, и типа на том же самом идешь дальше, можно предположить, но в Гугле и в Эквесоне я отдельно рисовал паром, то есть и линии на Google карте прорисованы идут именно на мою вот эту Воксу, куда мне и надо. А с Вокса здесь уже идешь, дорога идет такая интересная, дамбового типа какого-то, в сторону загрузки. Ну, на загрузке все, там должен быть место для стоянки. Небольшое, как пишут, на 4 машины. Ну, надеюсь, там все будет хорошо. Туалет, душ, там даже стиралки пишут, но это мы посмотрим. Ну и сейчас главное не потеряться между островами. А то попаду я куда-нибудь на Квамсой какой-нибудь. Вот. Будет тогда история года. Я все это время сидел и глядел в Google карту, куда же мы идем. И вижу, что мы приходим на другое место. Но здесь он сразу не причалил. И у меня была мысль, что он посмотрел, что никого нету. Типа на дозагрузку он вроде бы как развернулся. И задом причаливал. А что сейчас происходит, я уже запутался. Итак, я был прав. Он подошел к одному острову, там не было никого. Он развернулся и пошел дальше. Вот так это все выглядело. И мы в какой-то глухомане. Ну, здесь, в принципе-то, подобная дорога только одна, которая мне может подойти, так? То я туда и поеду. Потому что там что-то совсем не то. Ну, и по навигатору оно так показывало. Вот это Вокса. Что ж, поехали дальше. Еще 6 километров проехать до, получается, до загрузки. Ну, дорожка тут такая конкретная для 2 грузовиков. 100%. Что ж, ладно, завтра, я надеюсь, по дню я буду возвращаться. Я вам покажу этот участок дороги. Потому что сейчас-то толку ночью вам его показывать. Дорога интереснейшая, поэтому я говорю, что глубоко надеюсь. О, кстати, тут и магаз. Ничего себе. Что, надеюсь, по дню мы отсюда все-таки выйдем, я вам ее покажу. Тут, конечно же, очень интересно. Мне бы понять, где тут стоянка вообще. Навряд ли здесь. Хотя... Может быть и здесь, кстати, даже. Что ж, встал я, накатал себе, опустил ленивца, чтобы завтра без проблем стартануть. Ничего не подсыпал, не видел я в этом никакого смысла. Здесь гравий такой под ногами идет. Ледяной, правда, ну ладно. Так, а я сейчас хочу прогуляться и найти... Кстати, здесь следы интересные чьи-то. Явно не человечьи, да? Интересно, чьи это. Прибыв на загрузку, это был вечер, загрузка была на следующий только день. Поэтому я спокойно припарковался и остался ночевать. Конечно, дорожка там была крутая. Ребярня находилась на острове, разделенный, который был таким мостом. Если можно назвать его мостом или дамбой, как правильно назвать, я, если честно, даже не знаю.
Наступил день. В магазине, конечно, все печально. И цены соответствующие, но мне вот удалось на 87 крон взять булку. У меня закончилась. И рыбку 150 грамм. Скажете, сумасшедший. Стоит возле воды, возле рыбной фабрики. В Норвегии в целом, и у него нету рыбы. Но я не рыбак, к сожалению. И попрошайничать рыбу я тоже не умею, как некоторые умеют это делать. Поэтому я покупаю в магазине. Офис нашел я по стрелочке уже на следующий день. Сказали мне в 4 часа у меня загрузка. Так себе. Если бы в 2 часа, вот было бы вообще шикарно. Но хотя если в 4 в теории 1 час грузиться, то может все и выйдет хорошо. И я еще посветло отсюда стартану. Должно быть еще светло, я надеюсь, по крайней мере. Но здесь кругом, конечно, красотища. Красотища, и мне сказали, в этом домике комната номер 2 для водителей. Я что-то так это понял. Занимаюсь стиркой, потом посушусь. Как вы поняли, комната для водителей с кроватью. Похоже, кстати, как копия полностью, как на паромах. Кто был в курсе, ну и даже здесь, то есть также душевая кабина, туалет, умывальник, как на паромах, только бойлер на паромах нет. И, собственно, здесь вы можете, да, если приезжаете на эту фирму, спокойно переночевать. Но чтобы постирать, то написано, что для гостей инструкция, что как бы гости не могут пользоваться стиральной машиной и холодильниками, но я пошел спросил у работника, говорю, можно здесь у вас постираться? Он, да, говорит, без проблем. Пока я там стирался, осматривал, как живут там работники, которые работают на этой рыбярне, в окне я увидел... Что за зверь? Привет, попрошайка. Глянь ты какой. Ну, у меня нету ничего. Я здесь не живу. Значит, это ты ко мне к кабине подходил. Все понятно с тобой. Выдру. Я первый раз вживую увидел этого зверя. Очень прикольный зверь. Его местные, значит, там подкормили. И он приходит туда питаться и даже научил, кивая головой, просить еду. В общем, очень забавный, конечно же, это зверек. Я его пытался к себе заманить, подманить, но ничего не получилось. Ну да ладно. Загрузка была с помощью электрической рохли. Здесь простое управление. Вперед-назад и вверх-вниз. Тянете и едете. Лучше, чем когда просто вы обычной ручной толкаете. Последние 2 ряда уже он грузит сам, выставляет, потому что вы просто не развернетесь ни ручной, ни электрической. И, кстати, ручной на последнем третьем ряду как бы удобнее, чем электрической. Но все равно все получится, если постараться. И затем я уже собирался выезжать в сторону паромов обратно, в обратную сторону, и уже как бы на выезд в сторону Швеции. Ну, добре, добре, чекаю тоді. Ну, добре, добре. Угу. Угу, добре, добре. А. Так, не зрозумів, чому так. Немножко поясню, что не делается, это к лучшему. Здесь причиной стал, конечно же, мой YouTube-канал. Ну что, друзья, на что похоже? А похоже это на выселение. Я спросил причину, причину назвал, что мне не нравится твоя деятельность как бы в Ютубе, что ты снимаешь и показываешь, что я очень много показал машину и так далее, и прицеп, и интеркарго. Вот все эти моменты. Поправочка такая, что мы с ним это все обсуждали перед тем, как трудоустроиться. То есть у меня, в принципе-то, единственный вопрос, это зачем было нужно меня брать на работу, если сейчас увольнять. Ну и все на этом. То есть я в целом, кстати, да, по фирме-то я ничего никому не говорил. Ни название, ни какие-то контакты, ни как работает. Ну, вообще, в целом, вы сами знаете, видео на канале, 3 штуки целых. Нет, 4 получается, да, 4 видео на канале.
информации я никакой не давал, ничего не давал. Ну, не устроил я, так не устроил. Как говорится, насильно мил не будешь, поэтому я возвращаюсь в Польшу, меняюсь и ищу другую фирму. Поэтому подробности все узнаете на канале. Подписывайтесь, кто не подписан. Также подписывайтесь в Телеграме. Там будет больше и свежее информация, может быть, какие-то короткие где-то вырезки, где-то что-то еще. Ну, а за большими видео, как говорится, welcome to YouTube. Все, всем спасибо, пока-пока.